Это конец индивидуальности в BTS или начало более глубокой трещины? Почему Тэхён и Чингук, два имени, которые с начала паузы группы, казалось бы, держались на профессиональной дистанции, внезапно вновь появляются вместе? Что за срочность стоит за их одновременным появлением в столь чувствительный момент, когда разговоры о расколе и неясности в направлениях сольных туров участников BTS набирают обороты? Эти вопросы волнуют не только аналитиков индустрии K-pop, но и вызывают серьезное беспокойство среди ARMY. Беспокойство за внутреннюю стабильность крупнейшей айдол-группы в мире. Иными словами, Тикук, Тэхён и Чингук сели за один стол не из-за тоски, не по случайности, а из-за кризиса. И этот кризис, как предполагается, вызван внутренней политикой HYBE, которая считается несправедливой и создает дисбаланс между участниками BTS. Факты, раскрытые источником из креативной команды Big Hit Music, лишь подтверждают эти опасения. Говорится, что Чингук лично выразил несогласие со структурой своего сольного тура, особенно в отношении масштабов продакшена, географии промоушена и творческих ограничений, которые он счел вредными как в профессиональном, так и в личном плане. Тэхён, в свою очередь, по тем же данным, подвергся внутреннему давлению из-за того, что его сольный проект руководство посчитало слишком артистичным и недостаточно коммерческим. Два направления столкнулись. Одно считают слишком мейнстримным, другое — слишком экспериментальным. В управленческом пространстве, сужающемся под давлением индустрии, подобные конфликты не только подрывают эффективность сольной активности, но и провоцируют напряжение между самими участниками. Появление информации о стратегических встречах в строго охраняемых локациях, где обычно собирается только руководство, вызвало волну спекуляций, обсуждения больше не на личном уровне. Это не встреча, срежиссированная пиар-отделом или промо-командой, а неформальные переговоры высокого уровня между двумя крупнейшими творческими фигурами внутри BTS, которые чувствуют, что их голос не услышан официальной системой. Означает ли это, что BTS на грани структурной дисфункции? Делать окончательные выводы рано, но сама модель поведения указывает на серьезные изменения в коммуникации и балансе власти внутри группы. В одном из недавних интервью Чингук признался, что ему было бы сложно участвовать в полностью контролируемом туре без возможности быть честным как артист. А Тэхён в одном из прямых эфиров на Weverse, заархивированных международным фанбазом, косвенно заявил: «Я не хочу, чтобы мою музыку оценивали по тому, насколько хорошо продаются билеты на концерты». Сопоставляя эти две фразы, становится очевидно, напряжение между коммерциализацией и творческой свободой – не выдумка СМИ. Оно живо. И реально. Внутри самих BTS. Исторически, хотя фанаты и восхищаются личной близостью Тэхёна и Чингука, их профессиональные пути чаще расходились. И теперь их возвращение в одно пространство, одновременно с новостями о разладе в команде планирования HYBE, нельзя считать случайностью. Это событие со структурной значимостью. Примечательно, что до сих пор HYBE не дала официального комментария по поводу этой встречи. Молчание компании лишь усилило ощущение, что она либо занимает оборонительную позицию, либо пересчитывает риски, прежде чем выступить с заявлением. В стратегиях антикризисной коммуникации молчание – это маневр, направленный на сдерживание неконтролируемого распространения нарратива. Но в мире K-pop, полном слухов и частично слитой информации, это молчание лишь подпитывает хаос и тревогу. На международных онлайн-форумах все чаще звучат вопросы о будущем BTS как полноценной группы. Один из популярных постов на платформе X, бывший Twitter, собравший более миллиона лайков менее чем за 12 часов, гласил: «Если они вдвоем вмешиваются напрямую, разве это не значит, что вся система HYBE не работает?» Некоторые даже обвинили HYBE в саботаже будущего BTS путем скрытого стравливания участников друг с другом. Ситуация усложнилась еще больше, когда один из других участников BTS, имя которого не указывается в отчетах, якобы выразил недовольство из-за пересекающихся графиков сольных туров. Источник, имевший доступ к черновику расписания, утверждает, что в ближайшие 2 месяца минимум 3 участников BTS будут продвигаться в одном и том же регионе почти одновременно. Такое наложение – это косвенная конкуренция за медийное внимание, спонсорские контракты и концертные площадки. И это, в свою очередь, чревато внутренними конфликтами.
В идеальной управленческой структуре подобное можно было бы предотвратить. Но на практике существующая система, похоже, не справляется ни оперативно, ни справедливо. И тут возникает ключевой вопрос. Если HYBE больше не может гарантировать сбалансированную поддержку как сольной, так и коллективной деятельности своих артистов, кто тогда займет это место? Не пора ли каждому участнику BTS создать свою независимую команду менеджмента, чтобы защитить собственную творческую целостность? Или это сигнал, что BTS пора подумать о новой модели, не зависящей от единого центра вроде HYBE? В индустрии, все более подчиненной крупным лейблам и централизованному управлению, шаги Тэхёна и Чингука по проведению неформальных переговоров с серьезным содержанием могут стать прецедентом. Не только для других участников BTS, но и для других крупных артистов, чувствующих себя зажатыми в жестких рамках. Это не просто история о двух айдолах, встретившихся ради эмоций или ностальгии. Это проявление сопротивления системе, не способной вместить сложность человеческого творческого стремления. Сегодня давление общественности нарастает. ARMY больше не хотят просто разъяснений. Они требуют прозрачности, структурной реформы и восстановления доверия. Сможет ли HYBE это обеспечить? Или именно ее власть и контроль станут главной слабостью на новом этапе пути BTS? В истории корейской индустрии развлечений почти не было подобных случаев, чтобы двое участников крупнейшей в мире группы возвращались не ради музыкального релиза или фан-сервиса, а ради ответа на управленческий кризис. Это не просто новость. Это тревожный звонок для HYBE, которую до сих пор считали самым безопасным и стратегически верным домом для топ-артистов. Возвращение Тикук в одном, четко определенном и политически окрашенном контексте, аномалия в К-поп, где все жестко подчинено структурам и протоколам. Однако эта история не существует в вакууме. С момента запуска сольных проектов участников BTS общественность начала замечать медленный распад единства. Проекты Hoppe и RM, к примеру, получили высокую оценку критиков за артистическую целостность. Но коммерчески они не дотянули до результатов Чингука и Чимина, которые изначально были ориентированы на западный рынок. Ранее подобные расхождения объясняли личными предпочтениями. Но с появлением информации о внутренних конфликтах и проблемах с расписаниями встает более глубокий вопрос. Является ли разница в результатах делом вкуса, или же это следствие неравномерной поддержки внутри HYBE? Эта проблема стала еще острее после заявления бывшего сотрудника визуальной команды продвижения альбомов BTS, который теперь работает внештатным консультантом. Он заявил в закрытом интервью, что поддержка для каждого участника отличается не только по бюджету, но и по стратегии дистрибуции и выбору партнеров для промоушена. Он отметил, не называя конкретных имен, что два участника, добившихся наивысших результатов на международных чартах, действительно получали особые привилегии в контентной и медийной поддержке. Это вызвало волну спекуляций, ведь участники BTS неоднократно выражали свое разочарование по поводу несправедливой структуры в эфирах и интервью. Возвращение Тэхёна и Чингука в один форум, особенно в рамках инициативы, неорганизованной кампанией, воспринимается как реакция на общее разочарование. Во многом это уже не только о них двоих. Это о системе, которая начинает трещать под давлением общественных ожиданий, глобального рынка и рассогласования между артистами и руководством. Согласно сообщениям корейских СМИ, таких как Dispatch и TV Report, HYBE действительно планирует сольные туры как минимум для 3 участников BTS в течение следующих 6 месяцев. И именно в этом кроется корень всей эскалации.